Привет, привет всем вкусняшкам! Она тоже здоровается. Сегодня мы с вами задаемся вопросом, от чего люди начинают чихать. Так, давай расскажу. Чихание может вызвать то, что раздражает внутреннюю оболочку носа. Например, холод или инфекция, а также вдыхаемые вещества. Это может быть пыль или пыльца растений, миниатюрные волоски, выстилающие внутреннюю часть носа, извините за такие подробности, связанные с нервными окончаниями. Эти нервные окончания посылают в мозг сигнал, что внутри носа находится что-то, чего там не должно быть. И мозг подает команду избавиться от этого чего-то. Горло перекрывается, давление воздуха в легких накапливается, а когда воздух вдруг резко начинает выходить, из носа выходят все микроорганизмы и пыль, которых там не должно быть. При мощном чихе воздух вырывается из легких около 160 км в час. А известно ли вам, что еще несколько веков назад люди считали, что чих это полезно? Кроме того, специальный нюхательный порошок или табак люди носили в специальных коробочках с собой. Эти коробочки назывались табакерками. И в течение дня люди вкладывали это в ноздри для того, чтобы вызвать чихание. Нюхать табак было очень популярно среди богатых мужчин и женщин в Европе в 18 веке. Няшечки, теперь вы знаете, что происходит с вами, когда вы чихаете и почему вы чихаете. Лично я до сих пор ничего не поняла. Ну ладно. Я желаю вам удачи и всем пока.